Вот такой обалденно вкусный ужин я сделал. Картофельное пюре, английские колбаски в соусе, горячий салат грибной и маринованные огурцы. А если вы желаете узнать, как я это все сделал, оставайтесь на моем канале, я все покажу. Всем приветик, добро пожаловать на мой канал, добро пожаловать на мою кухню, время готовить. И сегодня я решил сделать английское классическое блюдо sausage mash или картофельное пюре с английскими колбасками. Это обалденно вкусное блюдо, у нас в семье это любят. И к этому я решил еще сделать горячий салат с шампиньонов. А что времени терять, пойдем покажу, что и как я буду делать. Может быть, я вам подкину идею сделать что-то наподобие такого, почему бы и нет. Итак, практически все, что мне понадобится, на столе уже приготовлено. Я буду пользоваться растворимым соусом. Если у вас этого нет, то вам придется делать подливку, как положено, на основа на муке. В то же время у меня уже картошка вымыта, вычищена, поставлю уже на плитку. Сейчас здесь у меня форма приготовлена, и здесь у нас английские колбаски. Английские колбаски, их надо в духовке жарить или на сковородке жарить. В моем случае я сегодня поставлю их в духовку пожарить, сделаем подливку, еще подливкой зальем. В первую очередь я возьму... Прыскаем, чтобы ничего не пригорало. Колбаски приходят уже сырые здесь, так что на форму. Прекрасно. И попрыскиваем тоже маслом сверху, чтобы ничего равномерно у нас поджарилось все. И отправляем в духовку 180 градусов. Тем временем я разведу один куриный бульон для соуса или подливки. У меня уже вода вскипела. Я взял Мы сейчас разведем. И зальем это водой, пускай это растворяется. Так. Это блюдо часто можно увидеть в меню барах, в пабах. Так что это очень популярное блюдо. Так, сейчас я порежу по-крупному наш лук такими полукольцами. И нам надо в первую очередь лук пережарить. Или закарамелизовать лук. Так, теперь переходим к плитке. Здесь я взял такую глубокую кастрюльку. Сейчас мы добавим сливочное масло. Примерно так, грамм 25-50. Сюда добавлю немного растительное масло, чтобы сливочное масло у нас не подгорало. Капельку, вот так. Включаю плитку. Сейчас это разогреется у нас, и мы сюда добавим лук. Итак, у нас пошли бульки здесь по маслу, значит, можно добавлять лук сюда. И нам надо лук пережарить, чтобы закарамелизовался. Как закарамелизуется лук, тогда можно, в моем случае я добавлю сюда бульон и растворимый соус, а в вашем случае придется в первую очередь добавить лук, то есть муку, и потом уже добавляете сюда бульон. И пускай потихонечку это теперь у нас жарится так.
Так, здесь я взял такую глубокую кастрюльку опять. Сюда добавим немного масла сливочное и немного подсолнечное. Вот так. И мы займемся грибами. Так, здесь у меня такая пачка грибов. Сейчас я вымою и порежем немножко. Итак, грибы мы вот, ну, примерно такого размера. Сразу кидаем сюда, в эту кастрюльку, таким образом. Сильно разрезать не буду. Они ужарятся, еще и дадут влагу. И отправляем это на плитку. Лук у нас потихонечку жарится, пускай. Сюда добавлю каплю воды, совсем капельку. И можно немножко подсолить. Добавляем молотый перец. И молотый чеснок. И накрываем, пускай потихонечку это тушится. В то же время у меня здесь немножко укропа есть свежего. Мы сейчас порежем и добавим к грибам уже перед тем, как грибы готовы будут. И на этом все наши нарезки готовы теперь. Очень хорошо, потихонечку начинает карамелизоваться, как вы видите. Еще пару минут сейчас мы начнем формировать соус. И наши грибы пускай потихонечку здесь тоже тушатся таким образом. Итак, как вы видите, лук хорошо карамелизуется. В вашем случае, если нет у вас растворимого соуса, можете уже добавлять сюда муку. В моем случае я добавляю сюда растворимый куриный бульон. Куриный бульон. Так. И добавляю растворимый соус. Прелесть этого соуса, что можно добавлять прямо горячую жидкость. Так. Перемешаем, закипит, загустеет, и на этом соус будет готов. И тогда мы уже будем ждать, как у нас наши колбаски поджарятся в духовке. Как колбаски поджарятся, мы зальем это соусом и обратно отправим в духовку минут на 10-15. Как вы видите, у меня уже соус густеет. Итак, соус у меня готов. Я выключаю плитку газ под соусом. И теперь, как колбаски у нас зарумянятся, тогда мы зальем их соусом. Так, грибы у нас хорошо варятся. Смотрите, они еще дали жидкость сюда. И теперь я поставлю на маленький газ, чтобы потихонечку это у нас тушилось. Итак, грибы у меня практически готовы. Я добавлю сюда чуть-чуть уксуса, совсем чуть-чуть. Отправляем укроп и выключаем газ. Так что у нас грибной салат готовый. Итак, колбаски наши хорошо поджарились. Смотрите, какая прелесть. И теперь мы сюда добавим наш соус. То, что мы сделали с луком. Сверху. И отправим обратно в духовку на 10 минут. И на этом у нас колбаски будут готовы. Вот такой финальный результат получился.
классическое английское блюдо, sausage and mash или картошка, колбаски с пюре. И к этому я сделал еще горячий такой салат грибной и добавил еще консервированные огурцы. Итак, сегодня с вами поделился еще одной идеей, что можно приготовить на ужин. А именно, я сделал английскую классику sausage and mash или колбаски с пюре. Я давно это не делал, но это блюдо у нас в семье любят, и я решил это сделать. Это блюдо очень популярное в пабах, в барах, если кто ходит. А я с вами поделился методом приготовления, как я все это делаю. Я надеюсь, что сегодняшнее видео вам дало какую-то идею сделать то же самое или попробовать сделать то же самое. А на этой аппетитной ноте хотел бы попрощаться, пожелать вам самого наилучшего. Не болейте. Всем мирного неба, приятного аппетита и пока-пока.